Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про светосильный зум-объектив для камер с APS-C форматом сенсора Sigma 18-50 мм f2.8. Давненько хотел попробовать этот объектив, все-таки на бумаге, по крайней мере, довольно сладко звучит то, как он устроен, вообще, в принципе, его концепция, то есть он компактный, легкий, в то же время светосильный и не то чтобы уж очень дорогой. Но сегодня он существует для беззеркальных байонетов Sony E и Fujifilm X. Ну, есть, конечно, еще для Leica L байонета, но я что-то, честно говоря, давно не слышал, не видел, вообще, по-моему, за свою жизнь никого не встречал, кто использовал бы кропнутые APS-C-шные камеры Leica, ну, то есть там CL, TL, вот эти вот модели. На моей памяти, наверное, только Скатик как-то купил у какого-то сумасшедшего за 10 тысяч рублей как-то TL, с чего я, конечно, поржал. Объектив для обзора мне предоставил подписчик, который прислал его аж из другого города, за что ему большое спасибо. Я использовал эту Sigma на разных тушках Fujifilm, несколько кадров сделал на XM1, но в этот момент у меня также от этого же подписчика была и камера XT30, которая мне прям сильно не понравилась, и в основном, на самом деле, тут же мне мой друг в это же время как-то так просто спонтанно получилось, никто там не сговаривался, у меня оказалась еще тушка XS20, и вот на ней, конечно, несравненно удобнее было использовать этот зум и гораздо приятнее, потому что там все-таки и хват есть, и нормальное управление. Матрицы у камер, конечно, одинаковые на 26 мегапикселов, но не в матрице одно и только дело. В общем, XS20 там на несколько голов выше камера, чем XT30, как показала практика. В общем, в основном кадры будут именно с этого комплекта, именно 1850, вот этой Sigma и XS20. Я уже делал ранее обзор на родной кит, фуджифилмовский, вот этот со стабилизатором 18-55 мм f2.8 F4, и мне очень хорошо, прям повезло с экземпляром. Подписчик, опять же, мне присылал из другого города, я его потестировал, там оказалось все замечательно с точки зрения резкости, хроматических аберраций практически никаких там не наблюдалось. Он ловил, конечно, блики иногда в сложных каких-то условиях, особенно на закрытой диафрагме, довольно такие ощутимые, ну, то есть типа боковые засветки не очень хорошо переживал. В остальном, чисто оптически, объектив прям прекрасен. Меня расстраивало там только то, что у него все-таки переменная светосила от f2.8 до f4, что, ну, как бы не очень хорошо. Хотелось бы везде f2.8, чтобы там было. Ну, и также я наслышан о том, что у него, ну, не очень хороший контроль качества. То есть, бывают иногда все-таки экземпляры не такие хорошие, как у меня. Мне вот прям повезло для этого обзора, он прям оказался чудесный. Но попадаются такие у людей, у которых там, ну, все довольно плохо уже, и мыльцо где-то, и хромота где-то лезет. Ну, то есть там от случая к случаю как-то тут рулетка. Ну и понятно, что как альтернативу этому объективу я бы как раз рассматривал нашего сегодняшнего героя, Sigma 18-55 мм, потому что здесь из плюсов это, конечно же, постоянная светосила f2.8, не меняющаяся никак при увеличении фокусного расстояния. При этом он гораздо легче и гораздо меньше. Ну и стоимость у них плюс-минус одинаковая. Но, опять же, тут не только одни плюсы будут, потому что, ну, Sigma, у нее корпус все-таки, это Contemporary серия, она корпус имеет из пластика в основной своей части, а у Fuji это металлический корпус с пылевлагозащитой. Здесь тоже вроде какая-то защита есть, но не знаю, какой уровень этой защиты. Нет на Sigma также колечко диафрагмы, что для многих тушек Fujifilm все-таки актуальная штука, ну, хотя это, в общем, не критично. Что гораздо более критично, это отсутствие оптического стабилизатора, так как у Fuji вообще-то не все тушки, это только самые последние сейчас заимели стабилизатор на матрице, а до этого они все-таки им не оснащались. И там, наверное, все-таки лучше, чтобы у тебя хотя бы оптический стаб имелся. Ну, в любом случае, надо все это проверять, потому что все это, то, что я сейчас говорил, это лирика. Кому-то похер на материалы корпуса, потому что, ну, на самом деле, Contemporary, оно уже почти как арт у Sigma в последние года. Кому-то и без стаба нормально, потому что, опять же, у Fuji можно и ISO, в общем-то, достаточно безболезненно задирать, ну, в случае чего, каких-то там сложных условий съемки. Ну, и гораздо важнее, чем все вот эти мои описания, то, как объектив показывает себя на практике. Потому что, на самом деле, зум-объектив, хороший зум-объектив, имею в виду, сделать гораздо сложнее, чем хороший фикс, потому что, ну, его сложнее просто рассчитать так, чтобы у тебя соблюдался некий баланс между отличным качеством изображения или хотя бы просто
достаточным качеством изображения и какими-то небольшими оптическими огрехами, которые все равно будут здесь неизбежны. Ну и скоро мы уже перейдем к просмотру картинок, которые я на него надел. Надел их немало за те 2 недели, которые он у меня был в наличии. Но сначала я вам, конечно же, покажу, как он устроен, покажу у себя в руках, поверчу, покручу и уже потом к картинкам перейдем. Ну, это такая типичная Sigma Contemporary. Корпус у нее сделан в большей части в основном из пластика. Пластик при этом очень хороший, приятный на ощупь, матовый. Также здесь из приятной очень резины, плотненькой, опять же, очень качественно сделаны все колечки. Это вот кольцо ближе к корпусу, которое для ручной фокусировки. Оно такое узенькое, электронное, крутится в любую сторону сколько угодно. Более широкое колесо, оно для зумирования от 18 до 50 мм. Где-то в 1,5 раза становится объектив длиннее. Выдвигается одиночный тубус, без какой-либо тут еще, без каких-либо дополнительных секций. И он выдвигается абсолютно линейно, то есть нет такого, что он ходил бы взад-вперед каким-то образом. Бывает такое у более дешевых, простейших китов. Я люблю, когда строго вперед и назад двигается все. У объектива вообще имеется какая-то защита от погоды, то есть, видимо, от влаги и пыли присутствует. Резиновая здесь, как видите, уплотнение есть на кромочке. Здесь крепление металлическое, наверняка где-то тут еще есть уплотнение, но степень этой влагозащиты нигде не указана, поэтому я не знаю, можно ли с ним выйти и с защищенной тушкой рискнуть под дождем поснимать. Никаких дополнительных органов управления на корпусе не присутствует, никаких там переключателей, фокуса, еще чего-то, только шильдик с буковкой C имеется. Здесь диаметр светофильтра 55 миллиметров, повсюду надписи, вот здесь матовая Made in Japan, здесь вот беленьким, ну, то есть, действительно, качество сделано в Японии. Объектив реально ощущается очень хорошо в руках, при этом он реально очень маленький и очень легкий, как будто это какой-то дешманский кит, но при этом это объектив с довольно большим разлетом фокусных, 18-50, что в эквиваленте 28-75 с постоянной светосилой f2.8. В руках я кручу бленду, забыл ее еще показать. Сейчас покажу, как она там надевается. Если я попаду, я вообще не очень понимаю, где у нее тут какие метки. О, есть, щелкнула. Вот, такая вот фигурная бленда, симпатичная, она не сильно увеличивает. Она сделана из пластика, поэтому тяжелее объектив от ее присутствия не становится. 18-50 мм это получается в эквиваленте как 28-75 мм. Прекрасные каждодневные фокусные. Тут у тебя есть и умеренно широкий угол, и уже практически портретное, почти что такое раннее телеположение. Ну, я вообще люблю стартовое положение у подобных объективов, когда оно начинается не с 24, которое все-таки широковато, а с 28 мм. Ну, нравится мне это фокусное расстояние, особенно когда ты используешь его для стрита, в особенности, когда ты используешь этот объектив для стрита от бедра. То есть, 28 это вот именно такой оптимум, наверное, оптимальное фокусное расстояние, при котором вроде как и не пидорасит сильно перспективу, и при этом у тебя достаточно много всего захватывается в кадр, ну и в случае чего ты можешь просто немножко кропнуть, если лишка чего-то захватил. Но вот как раз на широком углу у Sigma закрался серьезный достаточно недостаток. Там на фокусных расстояниях от 18 мм до 21 мм приблизительно. Там очень слабые углы. Углы в широком положении просто катастрофически плохие. Они мыльные, что пиздец. Там и не скажу, что они очень сильно чисты от хроматических аберраций. То есть с хромотой, с мылом там все очень грустно, к большому сожалению. Архитектуру ты здесь на 18 мм, наверное, вряд ли какую-то поснимаешь. Получится у тебя довольно паршивое качество картинки. И, наверное, пейзаж можно какой-то с натяжкой будет снять. Но, опять же, держа в уме, что ты все-таки будешь края кадра тогда обрезать, которые совсем очень уж плохо выглядят. И проще, наверное, все же зазумить будет чуть дальше тогда. Или отойти самому подальше. Короче, на широком углу здесь все довольно печально.
Ну и на широком углу также очень ощутимая, прям сильная бочкообразная дисторсия присутствует. Ну, конечно, опять же, можно ее спокойно устранить или самостоятельно ручками в редакторе, или загрузив профиль объектива, что, в общем, тоже не проблема. Когда ты в RAW снимаешь, просто все поправить это. Но все же при исправлении, опять же, вот этом, при коррекции этого бочкообразного искажения, когда у тебя так пузырится немножко кадр, у тебя обрезаются еще сильнее края кадра, еще какую-то часть кадра ты теряешь, и при исправлении у тебя, опять же, это мыло, оно еще сильнее усугубляется, которое находится по краям. В общем, прямо далеки от совершенства здесь широкие углы, но это, наверное, не самый худший широкий угол, который я видел на подобных объективах. Все-таки это не уровень уж каких-нибудь дешманских китов. Но зато после 21 миллиметра, когда ты, если ты зумируешь дальше, картинка становится просто фантастически прекрасная. Она там просто чудесная, резкая, там мало хроматических аберраций, которые прям вообще по щелчку пальца легко исправляются. Ну и до самого конца, пока ты не дозумируешь, у тебя все прям замечательно. Резкость на высочайшем уровне, качество картинки просто распрекрасное. Ну и как мы видим, чудо не случилось, пришлось все-таки при разработке зума пожертвовать одним из крайних положений. В данном случае здесь широкий угол довольно печален. Ну, если прям совсем докапываться, там попиксельно разглядывать, понятно, что в центре кадра там все окей. Но все остальные фокусные расстояния там уже прекрасные. Такое, в общем-то, нередко случается при разработке таких недорогих зумов. Ну, к примеру, да, тот же Tamron 2875 первой версии на Sony, там тоже были проблемки на крайних положениях, зато в середине он там был прекрасен, чуть ли там не лучше, чем G-мастеры. Такие вот пироги, имеем, что имеем. Я бы, конечно, предпочел, чтобы у меня на телеположении на максимальном, то есть на 50 миллиметрах, было немножко мыльцо, а не на широком. Да, я думаю, не только я, много кто предпочел бы, но как бы что есть. Впрочем, мне лично не идеальные углы, как бы не особо помешали в съемке стрита от бедра. Я наснимал немало стрита. На современных тушках Fujifilm объектив, хоть он и не родной, фокусируется прям очень быстро, прям супер мгновенно. Некоторые родные объективы, которые там постарше самого Fuji, фокусируются гораздо хуже. И понятное дело, что фокусировался он просто прекрасно на XS20 и довольно-таки нерасторопно вел себя на XT30. Но тут скорее вопрос все-таки к хуевому автофокусу, который встроен в тушку, к его алгоритмам, а не к объективу. Ну и в целом, если не снимаешь уж что-то прям суперсерьезное, где тебе прям усралась резкость на всех фокусных расстояниях прям максимальная, то Sigma, пожалуй, неплохое стекло для какого-то такого вот, каждодневного использования, потому что она все-таки такая легкая, компактная, ее не тяжело таскать с собой. Еще что отрадно, я хочу отметить, что она фокусируется очень близко, с прям очень-очень близкого расстояния. Ну и можно, в общем, на нее снимать почти что макро снимки, такие на любительском уровне. Размытие мне не понравилось на максимально открытой дырке. Оно показалось мне каким-то дерганым и рваным, но
Я, в принципе, не бокедрочер, поэтому особо сильно не страдал. Но для вас я просто констатирую это как факт, что боке там не нужно искать. Лучше для этого, конечно, для бокешечки или там для портретиков я бы этот объектив использовать не стал. Лучше все-таки там фикс какой-нибудь с хорошей дырочкой побольше использовать, тем более, что их, благо, на Фуджик огромное количество. И ТТ Артизан неплохие делает, и Вилтрекс замечательные делает, и Sigma есть там та же, да, фиксы. Все-таки это легкий такой, утилитарный, простенький объективчик на каждый день, но при этом с хорошей постоянной светосилой. И чего-то от него сверх меры требовать не стоит. Это все-таки не объектив за сотни тысяч, какой-нибудь суперпрофессиональный. Это именно Contemporary серия во всей ее красе. И да, вы все, наверное, этого ждали, так как я сравнивал его с 1855 в самом начале, родным фуджовым. Да, оптически, пожалуй, что фуджиковский объектив, который использовался как кит, вот этот с переменной светосилой f2.8 и f4, он лучше оптически гораздо, чем эта Sigma, потому что у него просто ровнее качество картинки, оно может быть не там запредельное какое-то, но оно просто нет таких перепадов настроения у объектива, скажем так, как у этой Sigma. Но Sigma все же более легкая и более компактная, у нее постоянная светосила имеется на всех фокусных, она не темнеет с увеличением фокусного. Для кого-то это все-таки важно. И для тех, кому, в общем, нужно стекло полегче и попроще, наверное, это будет хороший выбор. Опять же, здесь с той же резкостью, хроматическими аберрациями и другими какими-то оптическими характеристиками. Все замечательно на всех фокусных, кроме широкого угла. Вот на широком углу здесь слабоватые углы, собственно. Да, на 18 мм у тебя самые края кадра, которые вот тут где-нибудь находятся, они пахнут говной. Но я бы не смог, наверное, у меня язык просто не поворачивается назвать этот объектив от Sigma плохим объективом. Он скорее просто компромиссный по качеству изображения. Я надеюсь, что обзор окажется для вас полезен. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я желаю вам всем хороших снимков и до новых встреч. Пока.